Мы сегодня полдня добирались из города Села на остров Руатан. Наш путь был следующим. Сначала мы на городском автобусе доехали из города Села до Ла-Сейба. Доехали за 100 лемпир. Путь наш, наверное, был где-то 2,5 часа, может быть, даже 3 часа. Постоянно автобус останавливался, кого-то подбирал. Потом, в городе Ла-Сейба они остановились в терминале. Нас там высадили. Подошел таксист и говорит: так, я вас повезу за 150 лемпир. А у них, вы помните, да, с человека стоимость такси, то есть с каждого по 75 лемпир. Мы такие: давай пробуем торговаться. Он такой: вообще никакую. Не хотите, типа не едьте. А у нас уже время поджимало, потому что мы знали, что лодка отходит в 9:30, точнее паром или скоростная лодка, даже не знаю, как более правильно. Торговаться не было времени, поэтому мы доехали до парома, купили билеты, заплатили налог. Все это нам стоило с человека 700 лемпир. Где-то 1,5 часа в пути, может быть, даже 2. И мы оказались на острове. Сюда мы приехали, нам сразу подошел таксист и говорит: так, с вас $30, довезем вас до отеля, примерно в пути 30 минут. Ну, ребята, $30, конечно, многовато, поэтому мы подождали и снова дождались коллективного такси. И за $7 с человека доехали до нашего отеля. Теперь, наконец-таки, мы находимся у нашего отеля, который я хочу вам показать. Находится он в бухте Half Moon Bay с отличным, прекрасным видом. И, на самом деле, это бюджетный вариант, который, наверное, более или менее доступен. Хотя сейчас невысокий сезон, отдыхающих не так много, в основном сюда приезжают круизами. Ну, давайте покажу вам наш отель. Бухта у нашего отельчика. Находится отель прямо через дорогу от этой бухты. Здесь же есть еще и ресторан. Бывают выгодные цены, комбо различные. Вот, например, сегодня можно поесть супа, риса и жареных бананов за $10. Очень красивая обстановка в ресторанчике. Здесь всегда играет музыка. Все это напоминает немного даже греческий стиль. Как такового ресепшена здесь нет, но всегда помогут здесь на стойке. Hello. Здесь можно заказать кофеечек. Всегда обслуживающий персонал поможет. С первого взгляда отель кажется небольшим, но в реальности здесь много комнат. Нас поселили на 2-м этаже. Сейчас проходят тем более скидки. Если в обычной жизни у них номер стоит по $60, сейчас номер за одну ночь $40. Комната у нас небольшая. Из плюсов, которые можно отметить, это шикарно работающий кондиционер, Wi-Fi, и у нас даже есть холодильник. В комнате есть окно, правда, так сказать, вида здесь никакого нет. Зато есть телевизор, удобная кровать двуспальная и прикроватная тумбочка. Пройдем в душевую комнату. Конечно же, есть унитаз, туалетная бумага, раковина и душ. Горячая вода есть, холодная тоже. Поэтому в целом все удобства для проживания присутствуют в этом отеле. Мы прошли 500 метров от нашего отеля и решили немножко себя побаловать, улучшить настроение и арендовать скутер. Здесь стоимость скутера $35 в сутки. Пришли в агентство Росалис, я вам покажу его чуть позднее. Сейчас Кирилл выбирает скутер и пробует водить его. В этом агентстве мы арендовали себе скутер. Помимо этого, также мы себе забронировали экскурсию, который называется Snorkeling Combo за $45. На этой экскурсии можно и поснорклить, и поплавать в мангровых лесах. Также здесь же можно увидеть дельфинов, поэтому мы в предвкушении. Да, на самом деле в этом агентстве есть множество экскурсий, но мы вам говорим про снорклинг не случайно. Вы его увидите в нашем видео. Уху! Как в старые добрые времена, друзья. Мы на скутере, мы на острове. И мы на острове в Гондурасе, на острове Роатан.
Арендовали мы на 2 дня скутер, который называется Genesis, с буквами RXZ15. 150 кубов, поэтому мощный аппарат. Я думаю, на 2 дня нам самое то. Ну и, конечно же, главный плюс нашего отеля — то, что мы выходим. Во-первых, видим наш припаркованный скутер, который мы только что арендовали. И видим прекрасную бухту, которая называется Half Moon. Красивая, спокойная бухта. Солнышко потихоньку садится, но мы хотим успеть сегодня искупаться. Я начинаю любить остров Ротан. Вода классная. Знаете, она не теплая, она не прохладная, она вот то, что нужно. Просто идеальная погода и идеальная водичка. Правда, нет волн, как мы любим, но все равно шикарно. Абсолютно прозрачная вода, красивого цвета. Это, конечно, не как в Тело. Здесь прям приятно искупаться. Если зайти чуть поглубже, то там уже мы видим и водоросли. Но в любом случае купаться комфортно. Давно мы не купались. Карибское море. Я вообще поняла, что соскучилась по такому пляжному отдыху, расслабляющему, когда есть какие-то интересные природные активности, когда можно ездить на пляж. А учитывая, что у нас теперь есть скутер, мне кажется, мы посмотрим просто все на этом острове. Также мы забыли упомянуть, что наш отель и этот пляж находятся в самой популярной части острова, которая называется West End. На этом острове есть несколько городов. Сам остров протяженностью 77 километров в длину, 8 километров в ширину. West End считается самой тусовой частью острова. Ну, как раз здесь и расположены в основном кафешки, отели. В общем, вся основная тусовочная жизнь именно в этом месте. На следующее утро мы собираемся на нашу первую активность, и это будет снорклинг. Время 8 утра, мы опять возле офиса Росалиса и вместе с его компанией отправляемся сейчас на снорклинг. Сейчас мы отплыли к рифу, метров 300-400, наверное. Наш капитан-инструктор любезно предлагает трубки с маской, но у нас есть свои. Мы взяли только одну трубку. Также инструктор вместе с нами будет сейчас снорклить, покажет нам красивые места. Он знает, куда лучше заплывать, где там больше ветра, он говорит, где меньше, поэтому снорклить будем втроем. Помимо трубки и маски, в наше снаряжение также еще входят ласты, которые помогут нам передвигаться под водой. Надеемся увидеть красивый подводный мир.
Я в полном восторге от этого снорклинга. Риф безумно красивый, такое разнообразие рыб редко в какой стране увидишь. И из необычного я еще видела маленьких кальмарчиков, которые плыли друг за другом, их было, наверное, штук 10, и я видела еще небольшую черепаху. Она была настолько быстрой, что просто камера ее не успела бы захватить. Да, жалко, что на камере не осталось черепаха, но риф, правда, очень красивый, знаете, такой наравне с египетским, наверное, потому что очень много рыбок, больших и маленьких, большие рыбки разных раскрасов, да, и черные, и красные, в общем, совершенно разные. Поэтому мы остались очень довольны, друзья. Хочу еще, ребят, добавить, что вода настолько комфортной температуры, что я вообще не замерз. Обычно, знаете, я снорклю и все, я там буквально 10-15 минут замерзаю, а тут мне было очень комфортно. Сегодня море чуть неспокойное, как и под водой было немножко мутновато, так и сейчас мы по большим волнам доехали до мангровых лесов. Это не просто мангровый лес, он считается действительно полезным для морских обитателей. Здесь водятся и лобстеры, и крабы, и кальмары, поэтому рыбаки это знают и часто сюда приезжают их ловить. Сейчас мы дошли до места, которое называется Санди Бэй. Здесь есть специальный бассейн для дельфинов, который можно посмотреть. Не знаю, насколько комфортно дельфинам в таком красивом, большом, но все-таки бассейне, для них специально созданном. Здесь проходят различные активности, можно их поцеловать, можно с ними искупаться, подавить. Да, очень много активностей, поплавать, естественно. Цены начинаются от $150. Да, за такую активность. Ну а сейчас мы наблюдали, как этих дельфинов кормят, немножко их поснимали со стороны и уже отправляемся дальше. Thank you. In the evening we back scooter. Okay? Are you ready for back? In the evening. Okay, don't worry. Okay, thank you so much. Okay, bye. Thank you. You're welcome. Ну что ж, это был действительно интересный тур со снорклингом. Мы посмотрели немножко на дельфинов, также мы посмотрели немножко на мангровый лес, но, конечно, основное здесь это именно снорклинг. Прогулка на лодочке. Сегодня еще были большие волны, поэтому эта прогулка была непростой. Как тебе? Мне все понравилось, безумно понравилось снорклинг в этом красивом рифе под водой. Класс. Да, сегодня только было немножечко все-таки вода была чуть мутная за счет волнения моря, вот. Но в любом случае было здорово, друзья. Да, говорят, когда что вода чистая, даже видны скаты. Да, оставим ссылочку на компанию, естественно, с которой мы ездили в этот тур и у которой мы арендовали скутер, в описании под этим видео. Но на этом видео не заканчиваем, сегодня еще съездим на красивый пляж. Во второй половине дня мы хотим показать вам также красивые пляжи. Первым пляж будет соседний пляж на западном побережье, который называется Вест Бэй. Ехать туда на скутере минут 10. Погнали! Вперед!
можно было припарковаться где-то возле магазинчиков бесплатно, но мы встали на централизованную парковку, заплатили $1 за 1 час и уже направляемся к пляжу. Вау, мы не ожидали, друзья. Во-первых, береговая линия большая, пляж красивый, с волнами, вода бирюзовая. Сейчас мы проходим различные отели красивые. Здесь огорожена private территория для отдыхающих. Встречаются палаточки с сувенирами, в основном браслетики, магниты, ракушки. На самом деле этот пляж может претендовать, да, на один из самых красивых на Карибском море, схожим с пляжами Канкуна, да, в Мексике. Мы просто в шоке. Это вообще один из самых красивых пляжей, которые мы посещали когда-либо. Голубая, лазурная вода, мягкий песочек, много магазинчиков, кафешек. Супер! Да, здесь очень развита, мы видим, инфраструктура, много отелей, кафешек, магазинов. Потрясающе, мы не ожидали такого увидеть. Дальше мы после этого пляжа поедем уже на дикие места, в дикий пляж. Я думаю, там будет колоссальная разница. Конечно же, в аренду мы лежаки, зонтики брать не планируем. Дошли до самого края этого пляжа, до скалы. Здесь мы расположимся на нашем парео и проведем волшебные полчаса. Песочек классный, мягкий, приятный, водичка освежающая, приятно купаться. А еще обратите внимание, здесь очень много рыбок, хорошее место для снорклинга, но мы, к сожалению, сейчас не взяли с собой маски. В воде очень приятно находиться. Во-первых, ее температура идеальная, по-моему, то есть немного прохладная, но не очень жаркая. Также песочек под ногами, чистейшая вода, никакой тины, никаких посторонних предметов в воде. Очень все чисто. Вест-Бэй пока нас очень радует. Пляж просто топовый. Провели на этом волшебном райском пляже около получаса, а сейчас отправляемся на восточный пляж, который называется Кэмп-Бэй. До него ехать около 1,5 часов, и он считается самым диким на этом острове. Ну что, 1,5 часа пролетело практически незаметно, хотелось бы мне сказать. Но с непривычки, все-таки 45 километров, немножко попа стала все-таки квадратной. Дорога на самом деле хорошая. Если бы не последний участок километров 7-8, где идут постоянно ремонтные работы, то действительно можно ее назвать хорошей. Вот. И до этого плюс там 2-3 участка, где были ремонтные работы. Поэтому, когда, я думаю, это все закончится, то будет здесь шикарно. Вот, приехали мы на пляж Кэмп-Бэй. Дикое местечко, пляж с длинной береговой линией. Ну, сейчас все оглядимся и вам покажем. При входе на пляж небольшая информация о том, что здесь нельзя мусорить, если вкратце. Нельзя даже с собаками купаться. Получается, вот мы с вами где находимся. На востоке, либо северо-восток. А приехали мы примерно вот отсюда. На пляже, кроме нас, сейчас никого нету. Туристы сюда не доезжают, особенно те, которые с круизов. Потому что через остров Руатан проходит популярнейший круиз по Карибскому морю. И здесь у туристов есть целый день. Но поскольку здесь сюда добираться далеко, то туристы сюда не приезжают, как я сказал. Длинная береговая линия. Водичка мы видим чистенькая. Сейчас расположимся здесь на парео и пойдем купаться.
В отличие от бухты Вест-Энд, пляж, который мы вам показывали, самый первый, здесь уже есть небольшие волны, вход достаточно крутой, буквально 5 метров прошли и уже по пояс. Водичка теплая, приятная, присутствуют волны, на которых можно попрыгать. Одно песок в основном, но иногда встречаются небольшие водоросли. В любом случае нужно быть осторожным, потому что мы же помним, что этот пляж дикий. Пока Кирилл летает на дроне, решила немножко прогуляться по этому пляжу, показать его вам побольше. С одной стороны, пляж очень красивый, с другой стороны, возникает вопрос, а стоит ли сюда ехать 1,5 часа на скутере. Хотя на самом деле, мне кажется, что мы ехали даже почти 2 часа, потому что были такие моменты, когда нам приходилось останавливаться, ждать, когда проедет строительная техника. Вот, немножко подустали и еще возвращаться обратно столько же времени. Хотя у нас напротив отеля тоже неплохой пляж. С другой стороны, тут, знаете, такая атмосфера, уединение, других туристов нет. Висят таблички, что мусорить здесь запрещено, убирайте мусор за собой и так далее, но все равно немного он встречается, особенно водоросли. Ну, есть как бы, конечно, и пластик, и все остальное. Вроде как бы убирают, а вроде как бы не до конца. Вот, например, табличка, которая гласит: убирайте за собой мусор на пляже. На пляже есть одна даже такая, знаете, как бы дикая кафешка, в которой, видимо, есть возможность заказать блюда, купить напитки. Но сейчас это выглядит все в таком, знаете, нерабочем состоянии. Это, во-первых. А во-вторых, здесь есть лежаки. Возможно, даже в дневное время их больше, когда есть туристы. Но так как сейчас никого нет, здесь лежат вот такие 3 лежака. Но мы не спрашивали о том, можно ли здесь расположиться или нельзя. Сразу расстелили себе парео. Вот такой мусор встречается изредка. Хоть и стараются убирать, но все равно присутствует. А еще я вижу здесь один домик, больше похож, знаете, на виллу. Возможно, там даже отдыхающие, потому что висят купальники. Вот он. Симпатичный домик. Рядом припаркованы мотоциклы. Возможно, это местные здесь живут, возможно, это туристы арендуют. Насколько мне известно, на острове нет мусороперерабатывающих заводов. Поэтому весь мусор, что собирают, его убирают на одну свалку и поджигают. Но оказывается, здесь не одна свалка, а, видимо, на каждом пляже, в каждом районе есть своя. И вот оказывается, на этом пляже тоже есть. Я просто в шоке от увиденного. Вот это просто кошмар. Вы представляете? Знаете, так удивительно, во многих странах собирают стеклянные бутылки, а здесь их пытаются поджечь и таким образом переработать. Но это, конечно, дикий ужас. Дошла до места, где висит табличка «Частная зона, не входить». Поэтому давайте будем ходить там, где разрешено. Из плюсов то, что песочек здесь теплый, приятный, много маленьких пальм, которые, видимо, выращены совсем недавно. Это придает уникальности и живописности этому пляжу. Красивая бирюзовая водичка. Конечно, это здорово сюда приехать, искупаться, освежиться. Но, возможно, не столько времени, сколько ехали мы. Надеемся, что в скором времени дорога сделает, и сюда будет приезжать гораздо проще. Остров Ротан совершенно не похож на другую часть Гондураса, на его материк. Здесь столько интересных активностей. В этом выпуске мы вам показали и снорклинг, и красивые пляжи, но на этом не прощаемся с этим удивительным островом. Продолжим его исследовать в следующем выпуске. А если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк и пишите нам комментарии. Всем пока, ребята! Всем до новых встреч!